Сказка «Принц Ворон», глава 4. Появление странника. Король от сердечного удара слег и теперь лежал больной и немощный в своих покоях. Эта новость огорчала всех жителей королевства. Только злая ведьма радовалась и ждала его смерти. Она давно мечтала прибрать к рукам все его королевство. Колдунья пребывала в добром расположении духа. Она опоила всех слуг во дворце своим колдовским зельем, и они безропотно подчинялись только ей. Король тихо умирал от тоски и болезни, а злая ведьма устраивала всевозможные приемы и балы. Однажды в королевство пришел странник. Он был стареньким и наполовину слепым. Странник был очень уставшим и хотел есть. Он сидел на земле и просил у людей немного хлеба, но никто ему ничего не давал. Люди сами жили плохо. Злая колдунья в качестве налога отбирала у них последние крохи, и они по нескольку дней сами голодали. Один прохожий сказал страннику: «Иди в лес, там хоть ягод или съедобных грибов найдешь. Нам нечего тебе дать, сами голодаем». Старику ничего не оставалось делать, как встать и уйти. Когда он шел по дороге мимо одного дерева, то услышал, как кто-то разговаривает. Он присел под деревом на камень и стал слушать. Вокруг не было ни единой души, только маленькая стайка воробьев сидела на ветке и щебетала. «Это ведьма захотела прибрать к рукам все королевство. Мало того, что сжила со свету прежнюю королеву и превратила принца в ворона, так еще и короля зельем опоила. А когда он его выпил, то влюбился без памяти в эту злыдню и женился на ней. А теперь и вовсе она его бросила». Прозвучал чей-то голос. «А вы видели? Недавно был пожар. Король все вспомнил. Его хватил удар, и теперь он лежит и умирает от тоски», — сказал другой голос. «А колдунья-то ждет, не дождется, когда он умрет. Развлекается, балы устраивает», — отвечал еще один голос. «Раньше наше королевство было процветающим, у каждого жителя и зерна, и еды было в достатке. Любой нас подкармливал, мы всегда были сыты, а сейчас никто ни зернышка, ни ползернышка не даст. Совсем все обеднели», — сказал еще один голос. «Но ведь принца можно расколдовать, вот только кто это сделает? Он живет высоко в скалах, дорога туда давно заросла колючими кустарниками и зарослями. Никто не пойдет его искать», — добавил первый голос. «Люди до того стали злые, что прогнали нашу кормилицу», — сказал один голосок. «А ведь ее злая колдунья тоже заколдовала», — вмешался еще один голос и продолжил. «Раньше она жила здесь, ее все любили, своей улыбкой всех вокруг радовала, а какое у нее доброе сердце, всем поможет, никому в помощи не откажет. Теперь больше не улыбается, ходит грязнулей. Сколько не меняет одежду, а все равно рваная. Сколько не умывается, а лицо все равно испачкано. Заморашка, одним словом.
Люди перестали ее узнавать и прогнали. Теперь она в лесу живет, но все такая же добрая и ласковая, сказал еще один голосок. Ой, надоело мне здесь сидеть, полетим лучше в лес к Анисии. У нее для нас всегда найдется горсточка семян, сказал второй голос. Полетели к ней? Полетели, ответил другой. Раздался шорох листьев, небольшая стайка птичек вспорхнула и улетела. Старик поднял голову вверх и увидел стайку воробьев, только что взлетевших с ветки. Он встал и направился в ту сторону, куда улетели птички. А странник этот был непростой. Он не зря путешествовал по многим местам. Он исправлял то, что было несправедливо. Он был потомком древнего клана волшебников. Следуя за воробьями, странник дошел до старой хижины, где жила заколдованная девушка. Подойдя к двери, он спросил: «Здесь есть кто-нибудь?» Анисия услышала чей-то голос и поспешила выйти на улицу. Она увидела старенького седоволосого старичка. «Здравствуйте!» – поздоровалась девушка и добавила: «Дедушка, вы, наверное, устали и очень голодны?» – спросила она своим ласковым голосом и предложила: «Идемте в дом. Я как раз сварила похлебку из грибов. Вам нужно подкрепиться и отдохнуть». Старичок поблагодарил ее за приглашение и за ее доброе сердце и последовал за ней в дом. Анисия накормила дедушку и усадила его на кровать. «Вы отдохните здесь, а я схожу в лес и принесу еще чего-нибудь на ужин». «Спасибо тебе, доброе дитя», — сказал странник и прилег отдохнуть. Анисия взяла свою маленькую корзину и отправилась в лес. Когда она собирала под деревом орешки, упавшие в траву, на ветку села птица. Она своими лапками ухватилась за ветки покрепче и стала сильно махать крыльями. С дерева стало падать много орехов и прямо на голову Анисии. Замарашка подняла голову и увидела ворона. Не успела она открыть рот, как услышала: «Кар!». Увидев своего приятеля, радостным голосом она сказала: «Здравствуй, дружок, так это ты мне на голову столько орехов сбросил?» – спросила она. «Кар!» – повторил ворон. «А я уже было подумала, что ты забыл меня, и думала, что я больше тебя никогда не увижу. Но я очень рада, что ты меня нашел. Вон сколько орехов натрес. Спасибо тебе за такой щедрый подарок». Анисия собрала полную корзину орехов, накопала еще пару съедобных кореньев и пошла. Ворон, перелетая с ветки на ветку, сопровождал ее до самой хижины. Дедушка отдохнул, поднялся и вышел на улицу. Когда Анисия подошла к своей хижине, странник уже сидел на крыльце. Он сразу заприметил ворона, сидевшего на ветке поблизости, но не подал вида. Ворон же, наоборот, насторожился, встрепенулся и улетел прочь. «Дедушка, вам удалось отдохнуть?» – спросила Анисия своего гостя. «Я немного вздремнул у тебя, дитя мое. Мои кости быстро устают, а теперь я бодр».
Анисия посмотрела вслед улетающему ворону и сказала: «Очень жаль, что ворон улетел. Я хотела вас с ним познакомить». «Ничего, в следующий раз познакомимся. Я еще побуду в этих краях какое-то время», — сказал странник. «Это мой хороший друг. Он мне сегодня орехов натрес целую корзину». «Спасибо тебе, дочка, за твое гостеприимство. Я теперь могу отправляться дальше в путь», — поблагодарил старичок девушку. «Вот, прими от меня подарок». Он протянул ей дудочку. «Если тебе понадобится моя помощь, поиграй на ней, и я услышу тебя, где бы я ни был. Ну, а мне пора в путь». Старичок поднялся и, прежде чем уйти, поинтересовался у замарашки: «Дитя мое, а если мне понадобится твоя помощь, можно я тебя позову с помощью этой дудочки?» «Конечно, дедушка!» Когда старичок уходил, она крикнула ему вслед: «Дедушка, я буду ждать! Берегите себя!» Она махала страннику вслед, а он удалялся все дальше и дальше. Конец 4 главы. Мои дорогие друзья, история на этом не заканчивается. Продолжение в следующем ролике. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я с вами прощаюсь. Я желаю вам спокойной ночи и сладких вам сладких снов.